Adult Swim – блок телевизионных передач, оригинально крутившийся на американском канале Cartoon Network ночью. Пока днем груднички смотрели любимые family-friendly мультики, с восходом луны, когда оживали эйджи-тинейджеры со студентами, любой ребенок, которому не повезло остаться допоздна, мог увидеть по телевизору что-то по-настоящему шокирующее. И древнее зло так бы и оставалось заточенным вдалеке от православных экранов, пока в один из обычных дней 2007 года в 12 часов на канале «Дважды два» не появилось это предупреждение. В этот момент наступила эра по-настоящему рискованного телевидения, а «Дважды два» стал эпицентром хаоса. Канал, который был эквивалентом самого креативного щитпоста, передававшегося электромагнитными волнами прямо в еще не окрепшие умы. Модный, молодой, загадочный, скандальный и просто смешной. Эфиры были некими диджей-сетами из странных криптических перебивок с андеграунд-хип-хопом, мультфильмами для взрослых, аниме и лайфшот обскурными шоу с сериалами. Оригинальный Adult Swim даже специально делал криповые заставки между программами, чтобы спугнуть говно из детей, которые вдруг остались допоздна, чтобы посмотреть взрослые передачи. Смотря некоторые развлекательные шоу, даже тогда порой хотелось начать оглядываться, задавая вопросы, как такое вообще пропустили на ТВ. Русская молодежь, уже выросшая на Симпсонах, Гриффинах, Футураме и Южном парке, идущими по РЕН-ТВ с MTV, теперь имела доступ к абсолютному безумию. Робоцип, Арчер, Металлоапокалипсис, Aqua Teen Hunger Force, Харви Бёрдман, Drawn Together. Блять, кто вообще это шоу одобрил на какой-либо канал? Этот необузданный шок-контент сродни видосам Happy Tree Friends в шакальном качестве на кнопочном телефоне малолетнего пожирателя кириешек. Будто дар, который передавался лишь посвященным, втихую, по блютузу и к порту между мелкими горлумами в напульсниках My Chemical Romance и карго-штанах в темных углах школ, повидавших еще совок. Пол-литровая мышь, Home Movies, Boondocks, мемные интервью со зверями под названием «В мире животных», Реутов ТВ. Я физически не могу смотреть этих социопатов. В моей крови просто недостаточно кринж-антител, чтобы вынести больше пары минут. Вам лучше меня привязать как к заводному апельсине, потому что я нахуй не выдержу. Меня зовут Эрл, Луи, правила съема, 16, американский папаша, афросамурай, ковбой бибоп, стальной алхимик, Гангрейв, One Piece, Блич, самурай Чамплу, Аватар, Уилфред, этот безумный мир, из-за которого ты просыпаешься в 4 утра и тупо смотришь телевизор без малейшего понятия, в какой параллельной реальности ты оказался. Space Ghost Coast to Coast, шоу Брака, More Lab, Фур TV. Не все любят металл. Кто не любит, идет нахуй. Идите MTV. Короче, это самый лучший телеканал в истории телевидения. Но сегодня мы впервые посмотрим и оценим игры по мультфильмам с Adult Swim и «Дважды два». О многих из этих игр мало кто знает. Большая часть проектов вышла эксклюзивно для PlayStation 2, а некоторые легендарные тайтлы даже не были переведены с японского. Специально для вас я прошел эти проекты, чтобы уделить им должное внимание, которого они заслуживают. Всем выйти из воды. Adult Swim. Adult Swim. All kids out of the pool. Имеет смысл начать с игры по моему любимому шоу из блока Adult Swim, которое идеально суммирует его концепцию. Абсолютно безумный коктейль стилистик и альтернативный юмор, построенный на химии персонажей. Aqua Teen Hunger Force. Шоу, которое создатели сделали в фотошопе и премьере, было изначально презентовано начальству телеканала как истории о фастфуд-персонажах-детективах, расследующих всякие дела. Но буквально со второй серии креаторы раскрыли свои настоящие намерения, под шумок изменив задумку на самое абсурдное шоу во вселенной. Люди даже не помнят сюжетов большинства серий, потому что смотрели их в компании с Зазой. Главные герои сериала — Шейк, абсолютный психопат, Митват, отсталая тефтеля, больше напоминающая ребенка, Фрайлок, самый адекватный в этой троице, будто родитель, заботящийся о Митваде, и обычный обитатель Нью-Джерси Карл, которому не повезло жить рядом с этими психами. По сравнению с любым другим взрослым мультфильмом, где у персонажей есть реальная жизнь и место в обществе, эта тройка не делает нихуя, но при этом с ними постоянно что-то случается. И все это всегда заебывает Карла. То инопланетные студенты какого-то колледжа врежутся в его дом, то клонированная из руки Шейка собака находит его слишком привлекательным, то Мунанайты появляются на его пороге.
You have got to be freaking kidding me. What are you eating? Бассейн, машина, дом. Все имущество Карла под постоянной угрозой из-за соседей. Этот мужик в майке алкоголички не хочет иметь ничего общего с фастфудными фриками. В январе 2007 года перед выходом в кинотеатрах полнометражного фильма Aqua Teen Hunger Force: Movie Film for Theaters, да, это долгое название, произошла очень интересная история. В ходе маркетинговой кампании фильма по Бостону, Массачусетсу и Кембриджу были развешаны 35 LED-панелей с изображением Мунанайтов одним визуальным артистом. Эти безобидные тонкие панели с лампочками бостонская полиция посчитала взрывными устройствами, что вызвало массовую панику, причастных повязали, вызвали бомб-сквады, пожарных, оцепили дороги, остановили метро, и после того, как цветные панели были сняты, в головы полицейских довольно быстро пришло горькое осознание того, как служащие закону жиденько обосрались. С них орали все: интернет, газеты, ТВ, да даже политики. Бостонским борцам с терроризмом стало так стыдно, что они начали врать про то, что одной из причин их бурной реакции было нахождение фейковых бомб в тот же день у медицинского центра. По словам охранника госпиталя, взволнованный белый мужчина покинул здание со словами: «Бог предупреждает тебя, сегодня будет печальный день». Но для сборов фильма ATHF печальный день не наступил. Картина заняла 20 место в списке самых прибыльных R-rated анимационных фильмов. И после этого урагана событий несколько месяцев спустя выходит игра Aqua Teen Hunger Force Zombie Ninja Pro M, эксклюзивно для PlayStation 2. Критики просверлили игре новую анальную дырку, называя ее хоть и уморительной, но все же тратой времени, оценив в районе 4-5 из 10. Да и какую вообще игру можно сделать по сериалу, в котором происходит такое рандомное безумие? А я отвечу: идеальную. Создатели мультфильма с разработчиками нашли самое оригинальное и подходящее концепции шоу-решения для проекта. Ебанутый гольф с рандомным абсурдным юмором, боевкой и гонками на картах. Комедия сериала в точности передалась заставкам и диалогам. На озвучке персонажей оригинальные актеры, и все это смотрится как обычная серия ATHF. История начинается с того, что Фрай Локу приходит письмо из гольф-клуба, который принял его заявку о вступлении. Черная картошка Фри решает взять с собой своих друзей на корт, но перед этим Шейк решает попрактиковаться, выбивая стекла дома Карла, загоняя мячи в его бассейн. Это туториал-левел, на котором мы сможем прогуляться по легендарному району из мультфильма, найти коллектаблс типа Брундвича, отсылающего к одноименной серии про адский сэндвич, и киноленты, разблокирующие экстра-контент в главном меню. В него входят невышедшие эпизоды, смешные моменты, арты, интервью с создателями и тому подобное. Ой, а помните время, когда в играх еще делали интересный доп-контент? Герои берут машину Карла, чему тот был очень рад, решил даже покататься с ними, держась за бампер, и приезжают на публичное поле для гольфа. Перед каждым уровнем мы будем слышать слова комментаторов о происходящем, среди которых реальный спорт-ток-шоу-хост Скотт Ван Пелт и Cybernetic Ghost. Второй появился в 18-й серии шоу. По лору сериала он призрак прошлого Рождества из будущего, который постоянно говорит: 1000 лет назад. I just defecated in that creek over there. Yes, I can see it from here. A metallic turd that floats upon a mighty sea driven by a wind from another universe. Yes, I can see it gleaming in the sunlight. And don't you forget it. I won't. You're jealous. Между каждым ударом по мячику по направлению к лунке мы будем пиздить персонажей из сериала, вроде лобковых вшей Карла, которые увеличились в размерах вместе с его прибором в одной из серий, злых деревьев, туркитронов, брауни-монстров, механических скорпионов в костюмах, Orange Aliens, цветов с автоматами Томпсона, которых зовут Тулип Снайпер, и этот ёбаный говорящий куб Dumbass Hedratron. Он не наносит нам урон, он просто ходит за нами и выносит мозги своим пиздежом. В конце раунда мы сражаемся с первым боссом, это Карл. Во второй игре на поле падает корабль плутонианцев, и мы обыгрываем их в гольф, используя Фаргейтс врата, пока инопланетяне строят нам козни. Эти два wannabe-доминанта вселенских масштабов постоянно хотят что-то захватить и придумывают коварные планы, но их им обычно так и не удается осуществить. К примеру, они однажды хотели убить Шейка, но он так их заебал,
что они выслали его назад на Землю. Потом на нас наезжают Фред Элиенс. В сериале это просто бухие студенты какого-то инопланетного колледжа, и один из них пытается отжарить Фрайлока, перепутав его с девушкой. А, да, еще отец одного из них владеет автосалоном. Они этим гордятся. После мы участвуем в гонке на картах. Гонки тут кал пиздец. Как бы я ни отрывался от этих абсосов, они всегда будут в считанную долю секунды догонять меня и дышать в шею. То есть, по сути, у нас нет возможности их реально обогнать, мы максимум можем опережать оппонентов метра на 4. Также по членам студенческого братства можно стрелять с разбросанных ракетниц, немного тормозя их и юзать временный буст скорости. Но после победы в гонке инопланетные студенты выпинывают нас на Луну, потому что отец одного из них владеет автосалоном. Я уже это упоминал, да? И кого же я вижу? Мунанайты, самые известные мемные персонажи сериала после главных героев. Они смотрят на всех свысока, считая себя высшей лунной расой. Но по факту они просто 2D пиксельные карлики с пистолетом, пуля которого летит несколько часов и с саунд-эффектами ко всем их движениям. Они уморительные. После уничтожения населения Луны, босс-файта с Гаргатроном, это персонаж игры, которую сделали Мунанайты, чтобы продавать мерч, связанный с ней, но потом он оказался реальным обитателем Луны и растоптал одного из малых. Мы созерцаем странные сцены, и, к счастью, пиксельные типы подбрасывают нас назад на Землю. Мы оказываемся в Египте, где игре в гольф мешает песок, ветер, сбивающий подачи, вода и ожившая лов-мумия. Это босс на данном левеле. По окончанию Мит Уатт где-то находит футболку мертвых, наделяющую обладателя властью влиять на реальность, и превращает гольф-корс в страну сладостей. Но даже здесь нас настигают Фред Элиенс. Еще одна, гонка. Откусив Брудвич, после заезда Шейк с командой оказываются в аду. В нем нас встречает всеми любимый MC P-Pants. Паук-рэпер, план которого заключался в том, чтобы вписывать в свои текста скрытые послания, чтобы люди приходили по определенному адресу, где он накачивал бы их сладким и использовал их кровь для подпитки дрели, которая смогла бы сделать портал и принести через него ад на Землю. Но фастфудная тройка убивает паука взрывом, и вот он в аду. Даже сатана просит нас забрать его с собой обратно. Если все это звучит как бред, то вы, очевидно, не смотрели сериал, однако желающим ознакомиться, смотреть его в русском дубляже не советую. Весь юмор в нем строится на разговорах, поэтому лучше смотреть в оригинале, либо с субтитрами. Актеры дубляжа похоронили всю комедию и тайминги с концами. Сатана выпинывает нас назад на Луну, у его отца, видимо, тоже автосалон. А вернувшись в Нью-Джерси, мы играем в гольф, прикольную 8-битную мини-игру, чтобы перейти дорогу, и сражаемся с последним боссом, космическим кораблем, управляемым Мунанайтами. Закатываем в последнюю лунку, Шейк побеждает. И его растаптывает ультра-мега-чикен, будто божья кара за высокомерную победную речь стакана. В этой игре отлично стилизованный визуальный дизайн с cel-shade-графикой, красивыми 8-битными загрузочными экранами и музыкой, совмещающей в себе хип-хоп /ротск запилы. Сюжет абсолютно соответствует абсурдности оригинального шоу, с юмором, гармонично перекочевавшим в другой формат. Но самое прикольное в этом проекте — геймплей. Он ненавязчивый и затягивает на время прохождения. Я прошел игру уже 2 раза, при том, что второй раз не планировал проходить до конца, так как футажей для видео было достаточно. В нулевые, когда гейм-индустрия была засрана гольф-симуляторами для PS2, игра, возможно, ощущалась заезженной вторично, но сегодня безумный гольф выделяется на фоне всех современных поделок геймдева. В ненавязчивости игре помогает продолжительность. Прохождение занимает 4-5 часов. Это вообще идеал для подобных проектов. У разработчиков была хорошая идея без особой глубины, и они сделали все в ритме, без провисаний. В конце концов, задумка, яркие цвета и хорошее чувство юмора сделали средненький геймплей настоящим экспириенсом для фаната. Моя оценка 4,5 из 5. Она наверняка завышенная, но мне игра нравится. Это идеальное отображение сути сериала. Скидываю только полбалла за оптимизацию, ибо даже на консоли порой бывают замедления. Я небольшой фанат Гриффинов, хотя в детстве они мне нравились, и я по-тихому смотрел полнометражный мультфильм «Стюи Гриффин. Нерассказанная история» 2005 года на DVD с Симпсонами, в котором был русский дубляж с матом. Для дошкольника, видевшего до этого только Симпсонов с Футурамой, это, конечно, было как Зазу долбить через тетрадный лист в клетку. Незабываемый экспириенс. А ровно через год после выхода этой полнометражки, в 2006 году на PlayStation 2, PSP и Xbox релизится игра под названием Family Guy Video Game. С первой
катсцены сразу же можно отметить отличную стилизованную графику, делающую 3D очень похожим на сериал. Сюжет здесь закручивается буквально с первых секунд. Бертрам, малолетний райвал Стьюи, который по сути является его биологическим братом, которого Гриффин обогнал в гонке к яйцеклетке, когда они оба были сперматозоидами, придумал план по достижению мирового господства, который начинается с похищения телевизионной тарелки Питера. Мечеголовый протагонист взрывает тарелку, только чтобы она не попала в руки злодея, но вот не судьба. Она падает на голову отца семейства, и тот попадает в больницу. Для того, чтобы понять, в чем заключается план Бертрама, Стьюи решает отправиться в больницу, уменьшить себя и найти, так сказать, первое логово своего врага в яйцах Питера. И, конечно же, там он находит комнату с камином, креслом и блокнотом с записями его злого брата. Следуя этому дневнику, малой обнаруживает секретную базу Бертрама. Рыжий задумал запустить в космос свой спутник, чтобы управлять умами людей и планеты. А также, о господи, он похитил медвежонка Руперта. Мы должны будем помешать этому зловещему плану, освободить игрушку и, наконец, опиздюлить биологического брата на детской площадке. Одновременно с прохождением кампании за малого происходят сюжеты компаний Брайана с Питером, геймплей за которых будет чередоваться со Стьюи. Дело в том, что после погружения мозговитого ребенка внутрь своего отца, Гриффин приходит в себя на больничной койке и после удара по голове телевизионной тарелкой решает, что мистер Балвадир похитил его семью и хочет его убить. Балвадир — это персонаж из реально существующего ситкома, который отец семейства смотрел у себя в гараже перед сотрясением мозга, вызванного тарелкой. Его силуэт почему-то видит Питер на небе через окно больницы и выходит аутсайд, чтобы вершить сраный рэмпейдж на улицах Куахога. Получают пизды все. Кулаки Питера rated E for everyone. Дети, старики, женщины, полицейские. Обратите, кстати, внимание на интересный способ обыграть невидимую стену в игре, вставив мимо, который не может через нее пройти с другой стороны. Гроза детских площадок, ломающая ебало матерям и их спиногрызам, продолжает вершить бессмысленное насилие. Посмотрите на него. Абсолютное оружие. Силуэт мужчины на небе приводит Гриффина в детский ресторан Чизи Чарлис, где он снова ударяется головой об двери и становится черным. Еще один удар от упавшей на голову проститутки делает отца семейства типичным главным героем современных игр. И далее мы можем увидеть именно как Стьюи выбрался из своего отца. Но в один момент в игре происходит сюжетный твист сродни психологическому триллеру. Лоис открывает глаза мужа на то, что мистер Балвадир, за которым охотился Гриффин, это всего лишь выдуманный персонаж, образом которого разработчикам можно было воспользоваться, так как правами на шоу обладает компания Fox, а реального актера уже давно нет в живых. Получается, Питер разрушил половину города просто так, и чтобы заглушить свою вину, он идет сосать пиво в пьяную устрицу. Я знаю, сюжет абсолютно гениальный, но дальше больше. Бармен оказывается той самой курицей, с которой у отца всегда рамсы в сериале, и он начинает без иронии один из самых эпичных босс-файтов ever. Мы тупо ломаем друг другу ебало. Стены. Драка перетекает в стрип-бар. Все вокруг разбивается в щепки. Из тюремного двора персонажи оказываются на взлетной полосе, потом в грузовом отсеке летящего самолета, на падающем с этого самолета спасательном плоту, и все это время вы хуяритесь с этой курицей. Пока, наконец, рамсы не заканчиваются в комнате небоскреба, напичканного взрывчаткой. Я забыл сказать, эта игра пиздец какая сложная местами, а в особенности этот босс-файт. Но это не сложность, которая ощущается нечестной и отбивает желание играть, а скорее разжигающая в тебе азарт. Эту курицу я кромсал часа 3, наверное. В 7 утра после бессонной ночи у меня уже глаза не фокусировались на экране, и я столкнулся с главной сложностью этого уровня. Quick Time, блять, Event 2. И они настолько долгие, непредсказуемые. Их нужно нажимать так быстро, что я, сливая уже со злости, кулаком хуярил по дивану. У меня до сих пор рука как-то странно немеет, но все же я победил. Бомба взрывается, Питер выпрыгивает в окно и, конечно же, падает на Мэг. Изображение Балвадира оказывается делом рук, а точнее будет сказать тенью от рук мэра Куахога Адама Уэста, а курица вышла. С Брайаном же в игре происходит немного другая история. К нему заходит его собака-подруга Сибрис, и пес-писатель сразу же чует, что она беременна. Ну, собаки же видят мир через обоняние. Ребенок не Брайана, поэтому он спрашивает, типа, хули тебе надо, стакан воды, может, налить, тряпку, чтобы на нее кровоточить. И в этот момент появляется ее хозяин с полицейскими, посчитав, что животная часть семейки Гриффинов нарушила restraining order и оплодотворила его псину. Также он башляет копам, уточняя, что помимо всего этого Брайан еще и не
неевропеоидной расы. После этого уточнения его сразу же запинывают и кидают в терячку. Под шумок у Собакина получается улизнуть, и теперь ему предстоит заниматься стелсом между камерами, в душевых, лучше не попадайтесь тут. В общем, теперь Брайану нужно будет найти реального биологического отца будущих щенят Сибрис и очистить свое доброе имя. В полицейском участке ему удается наткнуться на ту самую беременную подругу, он нюхает ее асхоль, пытаясь по запаху разгадать личность ее ёбаря, и оказывается, что это Панин. Да не. На самом деле он почему-то думает, что это был новостной репортер Том Такер. Или лучше будет сказать Том Трахер. Ой, бля. Во время стелса Брайану желательно держаться теней, подальше от уличных гидрантов, красивых женщин, ноги которых он пытается отжарить, цветов, которые он пытается пометить, и переодеваться в костюмы, чтобы сохранить статус инкогнито. Порой мы будем даже наблюдать сцены, которые не должны, вроде разговора инстасамки с ее парнем. Однако, оказавшись в гримерке Тома Такера, изучив запах белья репортера, Брайан приходит к выводу, что тот не является отцом. Но лежащая рядом газета наталкивает его на новую догадку. Сибрис участвует в собачьих бегах. Возможно, там ее и оплодотворили. Гениальный план белого лабрадора созревает быстро. Чтобы выманить факбоя, Брайан оденется как Сибрис и победит в забеге, напичкав соперников снотворным. И вот он, Глориус. Пробегает мимо собак на таблетках, которые блюют, тупят, ходят по кругу, чтобы победить. И реальным отцом щенят оказывается Glenn Quagmire. What? Still less hair than a Greek chick. Сюжет в игре абсурдный даже по стандартам шоу. Пожалуй, только история Стюи вяжется с сериалом. Компания Брайана тоже неплохая, но закончить сюжет, сделав отцом щенят Куагмайра, это даже в рамках его персоны дико. В то же время, когда сценаристы Гриффинов не жертвовали характерами персонажей ради гэгов. Однако, что в этой игре меня по-настоящему удивило, это геймплей. Он здесь супер отзывчивый и один из самых приятных в списке проектов этого видео. Интересно заниматься платформингом, стрелять за Стюи, решать головоломки, управляя умами людей. Даже стелс за Брайана увлекательный, хоть порой и хочется засунуть этого пса в мешок, завязать и начать хуярить им об пол. Творить полнейший хаос за Питера – это вообще отдельное удовольствие. Однако именно играя за него подскакивает сложность. Даже запомнить и повторить ноты пердежа в биотуалете – нормальный такой челлендж. Но этот челлендж веселый. Сегодня ничего с таким огромным количеством насилия и непристойного юмора бы не сделали. Юмор вообще отдельная тема. Здесь он непосредственно в геймплее и в ситуациях, в которых себя находишь. Комедия не ограничивается катсценами. Мы прыгаем на животах беременных женщин. Некоторым из них стоит начать наконец использовать резинки, либо... Как ты умудрилась трахнуть инопланетян? Вокруг нас вездесущие визуальные забавные детали, которыми наполнены уровни. Даже постоянные в сериале гэги обыграны здесь как возможность прокачки умений персонажей. То есть порой по сюжету случаются ивенты /мини-игры, типа как захуячить газель, управляя пожарным транспортом, или игрой в Марко Поло с Хелен Келлер за Стюи. Марко Поло — это детская игра, в которой водящий с закрытыми глазами выкрикивает Марко, пытается найти остальных участников, отзывающихся ему словом Поло. Шутка в том, что Хелен Келлер слепая и глухая, поэтому эту мини-игру невозможно проиграть. Игра проходится где-то за 4 часа, если вы не будете бить ебало курицы еще часа 3. Средняя оценка игры критиками 4-5 из 10. Моя оценка 3,5 из 5. Минус балл за сюжет и еще полбалла за пару скучных локаций. You just clack as loud as you want, please. Gotta find that sound. That was beautiful. What's it called? Oh, it's a little tune that I call the I Never Had an Italian Soup Blues. О, Симпсоны. Было время, когда каждый раз, включая «Дважды два», в 9 случаях из 10 по нему шел этот сериал. С легендарной русской озвучкой, высасывающей все смешное из мультфильма до последней капли. Я всегда любил этот мульт. Читал в детстве комиксы с тем же названием. У меня была целая коллекция с DVD-дисками, с сезонами. И, конечно же, частью этой мании была игра 2003 года Simpsons Hit and Run. Помимо нее, по Симпсонам еще выходило много шлаковых игр, типа
wannabe клона Тони Хоука, где мы катаемся на скейте за персонажей вроде Марш, Гомера и Лизы, которые вообще ничего общего с доской не имеют. Я бы сделал по рофлу нарезку, как Лиза жестко разъебывает рампы в диком фристайле, но тут просто невыносимо ублюдское управление. Hit and Run же всегда была любимой для фанатов сериала, я просто не мог ее не упомянуть. В детстве у меня не получалось ее пройти, то она вообще не запускалась на компьютере, блядь, то вылетала каждые 5 минут без возможности засейвить процесс. В итоге приходилось заниматься бэксит геймингом в гостях у друзей, смотря как они гоняют на крутых тачках. Но спасибо PS2, она наконец подарила мне первое прохождение этой игры. Hit and Run задумывалась изначально как GTA клон, но отсутствие хоть сколько-нибудь интересного сюжета вкупе с неебоющим количеством тупорылой езды. Это наводит такую депрессию и тоску. Я люблю Симпсонов, но во время прохождения поймал себя на мысли, что не получил удовольствия от процесса. Большинство людей уже знают сюжет про инопланетян, скрытно снимающих реалити-шоу о населении Спрингфилда ради межгалактических рейтингов. И это, в принципе, не такая уж плохая история для какого-нибудь спешл-выпуска на Хэллоуин. Проблема лишь в том, как она подается. Все задания в игре в стиле «съезди туда на время», «уйди от преследования», «врежься 20 раз в Клетуса» не вяжутся с сюжетом. А тот факт, что мы ездим на машинах за несовершеннолетних детей желтого семейства, не вяжется с лором. Симпсоны изначально были шоу, которое рассказывало приземленные истории о обычной семье с очень хорошо прописанными трогательными моментами между персонажами. Подобную драму невозможно воспроизвести, если нет крепкой базы в виде прописанных героев, в существование которых ты веришь благодаря тому, что все их поступки характерны для них. Посмотрите в качестве примера на тех же Гриффинов, у которых ни один грустный момент из-за отсутствия постоянности характеров персонажей в сериале не работает. Конечно, игра не воспринимает себя серьезно, но нельзя же, к примеру, взять уже устоявшегося персонажа типа Мэри Джейн, сделать ее копией уродливой сценаристки игры вместо модели, а Паркера жалким держателем 30-сантиметрового болта Венома. Я еще не против гонок за Гомера, Мардж, Лизу, но как только начинается геймплей за Барта, хочется просто выключить. У него самая скучная локация, задания и геймплей, но он на себя не похож. Напомню, раньше любая футболка по сериалу была с Бартом. Граффити на любом районе, тетрадки, рюкзаки, мемы, комиксы, жвачки, Эль Барта, вся вот эта хуйня. Барт был хим. С ним даже серии были лучшие. А здесь он просто ездит на ракете. Шалости не поделать, с рогатки не пострелять, по перилам не пограндить. Из плюсов в игре супер красивый открытый мир, один из самых впечатляющих на PlayStation 2 с тоннами отсылок на сериал. Оригинальные актеры озвучания радуют своими голосами. Прикольная часть за Мардж, где балдеешь от нахождения на локациях шоу. Интересно также посмотреть за Гомера на город, будто погруженный в кошмар перед Рождеством. За Лизу очень красивая карта, но игровому процессу не хватает разнообразия. В 2003 году критики ставили игре 8 из 10. Моя оценка 3 из 5. Минус балл за историю, минус балл за геймплей. Игра по Футураме вышла в том же 2003 году, опередив Simpsons Hit and Run буквально на пару недель. Оригинальный сериал со всем нам известной историей про обычного представителя Gen X Филиппа Джей Фрая, случайно замороженного в криогенной камере на 1000 лет и оказавшегося в 1999 году, является плодом воображения создателя «Желтой семейки» Мэтта Гроунинга. Все мы любим этот мультфильм. Одно из первых воспоминаний в моей жизни, в принципе, это просмотр Футурамы по РЕН-ТВ, пока меня кормили с ложки. Так что я был довольно-таки маленьким. Сюжет игры начинается с того, что злая владелица крупнейшего индустриального конгломерата, изготавливающего роботов, мама, выкупает компанию Planet Express у профессора Фарнсворфа, который считает, что его предприятие несет убытки. Данный мув делает маму обладательницей 50% земли, а также верховным правителем планеты. Профессор, осознав свою ошибку, вместе с командой бывшего Planet Express решает свалить с планеты. Но для начала им нужно починить космический корабль. Играя за Фрая, мы сможем пробежаться по легендарным местам, знакомым нам по сериалу, посмотреть на маленькие гэги в процессе сбора инструментов для Фарнсворфа, а потом отправиться в ломбард за двигателем для корабля, который туда сдал старый маразматик. Однако на улицах города комендантский час, и поэтому мы попиздошим через канализации, блядь. Там мы познакомимся с основными элементами геймплея за Фрая, абсолютно кривая стрельба и терпимый платформинг. Прицел здесь фиксированный, и благодаря
нему вы будете часто умирать, потому что между врагом, который прямо у вашего лица, и обмутком в 2 километрах от вас, прицел цепляется за второго. Также прицел не привязан к внутриигровой камере, а к направлению, куда физически смотрит тело Фрая. И это, сука, так тупо, что просто слов нет. Иногда, оказавшись на маленькой платформе, вам придется постараться развернуться к стреляющему по вам врагу и при этом не разбиться насмерть. Удачи. Конечно же, при всех этих костылях игра еще и сложная. Не знаю, делает ли это меня мазохистом, но я получал удовольствие от этого геймплея. Мы проносимся сквозь канализации, наполненные радиоактивными отходами и мутантами, чтобы оказаться в метро, где нам сделают вторую дырку вот эти челики. Раздав пули желающим, рыжий Макс Пейн все же выбирается наружу, на улице Старого Нью-Йорка. Интересная локация, а уровень жилого района, населенного роботами-бандитами, вообще самое впечатляющее место в игре. Атмосферные неоновые вывески борделей, стрип-бары, кинотеатры с грязными фильмами для взрослых. Мы даже можем посетить легендарную будку для самовыпила. И кто бы мог подумать, она работает. Фрай выкупает двигатель из ломбарда, команда чинит корабль и отчаливает с планеты, но злая предпринимательница Мама решает преследовать их, потому что ей нужен профессор. Прикол в том, что она запланировала захватить Вселенную, и для этого ей нужно превратить планету в летающий корабль, Землю. Но только профессор смог бы изобрести двигатель достаточно мощный для этого. Женщина-сухофрукт затягивает корабль межпланетного экспресса с помощью какого-то девайса на ближайший астероид, и теперь мы месим глину за Бендера. В каньоне с харкающими фиолетовыми гекконами, редкими сейвами и безжалостным платформингом. Здесь будет все. Боссы, бег от огромного булыжника, не видя, что впереди. Эту хуйню вы будете переигрывать раз 30, я вам обещаю. Но все же, дезактивировав прибор, не дающий кораблю тронуться, мы ливаем, и, о нет, бабка с подсосами настигает команду героев и похищает Форенса Ворфа, оставляя себе его маринованную голову, чтобы насильно достать из мозгов блюпринт для двигателя. А корабль экспресса злодейка выкидывает по направлению к Солнцу. Теперь команда обречена на мучительную смерть. Или нет. В солнечном городе нас приветствует вождь Рара, и он соглашается дать нам черной материи для двигателя корабля, чтобы улететь отсюда, если мы спасем город от некого солнечного божества, которое начало поглощать плоть собственных последователей и превращать их в армии восставших из мертвых. И с этого момента, друзья, начинается самая сложная часть игры. Лила, конечно, очень ловкая женщина в своей майке алкоголички и умением махаться, но ебаные головоломки, скелетоны, тающие жизни сделают из вас реального фрика. Real creature. Платформинга здесь столько, что кажется, будто мы играем за олдскульную Лару Крофт. Вот этот уровень. Нахуй всех, кто его придумал. Вы сами в аду окажетесь за этот кал. Весь рофл в том, что эти колонны очень быстро опускаются в лаву, а нам нужно пропрыгать по ним огромную комнату. Притом дорога из платформ резко петляет, а вот камера нет. Тебе нужно не только очень быстро прыгать, но и вовремя поворачивать камеру, чтобы видеть, куда ты прыгаешь. При этом жопа уже подгорает от близости к лаве, а после каждой слитой попытки бежать до этого момента 20 минут. Сейф настолько далеко. Еще один гениальный высер геймдева — лава-монстры. Бегаешь вокруг них, ждешь, пока они остудятся, наносишь урон, потом они снова нагреваются и так далее. В итоге сливаем божество, которое оказывается просто инопланетянином, хотевшим создать собственную армию скелетов. Команда покидает Солнце и отправляется на планету на краю Вселенной, где живет учитель профессора. А он, по словам Форнсворфа, перед его похищением злодейкой, единственный, кто может спасти галактику от Мамы. Старуха в это время вовсю уже использует голову профессора, превратив Землю в боевой корабль и уничтожая другие планеты. Фрай, Лила и Бендер по пути встречают Зойберга и находят наставника профессора. Он предлагает нам воспользоваться машиной времени, остановив продажу компании Planet Express в начале игры с последующим захватом Земли Мамой. Но для начала машину нужно зарядить. Генератор, конечно же, находится в перде болот, и добираться до него мы будем, играя за Зойберга. Этот эпизод сосет хуй жестче фанатов гачи-миксов. FPS скачет, как давление фури в приюте для животных. Каждое препятствие физически притягивает, будто магнит, чтобы игроку от него было сложнее увернуться. То есть, пробегая мимо каких-нибудь шипов, нужно выжимать левый стик в противоположную сторону. Задев хоть немного рандомный, торчащий из дерева корень, он начисто сбивает тебя с инопланетной лошади. Как далеко ты от препятствия впереди, вообще хуй просышь. Порой создается впечатление, что столкновение за считанные
засчитывается за метр до соприкосновения. Короче, кал. Машина времени запускается, герои прерывают подписание бумаг о продаже компании, мама проворачивает классический злодейский мув с проваливающимся полом, и после сложнейших левелов с платформингом, экшоном и загадками мы побеждаем последнего босса, гигантского робота-панка. Но судя по концовке, у нас все же не получается изменить прошлое, и профессор опять продает компанию, обрекая происходящее повторяться снова и снова. Проходится это все за 6 часов. Критики оценили игру на 5-6 из 10, а моя оценка 3 из 5. Минус полбалла за графоуни, так как все локации, кроме начальных и города на солнце, пустые. Минус полбалла за геймплей, ибо даже со всеми его косяками играть было интересно. А также минус балл за историю. Этот сюжет все равно, что обосраться в автобусе, смотря в глаза своей матери, держась за руки со своим трансгендерным парнем. У шоу Харви Бёрдман интересная история. Так как Adult Swim обладали правами на старые шоу 60-х/70-х, произведенных анимационной студией Hanna-Barbera, в их распоряжении были десятки персонажей легендарных мультфильмов. И из этой возможности использовать известные публике образы родилась идея шоу Харви Бёрдман. Харви был супергероем реального сериала конца 60-х под названием Birdman and the Galaxy Trio. Но креативные умы Adult Swim решили сделать его адвокатом. А суперзлодеи мультфильма, в свою очередь, стали защитниками подсудимых из соперничающей адвокатской фирмы. Подобные трансформации пережили также другие персонажи сериала, и теперь перед нами мультфильм Харви Бёрдман Attorney of the Law. Харви приходится защищать в суде персонажей мультфильмов вроде Йоги Бэр Шоу, Скуби-Ду, Флинстоуны и прочих более или менее обскурных для русских зрителей легенд западного анимационного мира. Фреда Флинстоуна, например, в сериале обвиняли в причастности к мафии. Он был ходячей отсылкой на главного героя «Сопрано» и омажем крестному отцу со всеми вытекающими уморительными сценами. Шеги со Скуби тормознули в нетрезвом виде, и Бёрдман доказывает, что они не травокуры. А медвежонка Юна Бубу обвиняют в рассылке бомб корпоративным офисом, потому что он революционер. Я ухмыляющаяся месть Джека. До 6-й серии этот сериал смешной, и задумка с персонажами детских мультфильмов в реальном мире генерирует много забавных моментов. Но после 6-й серии, по-моему, все скатывается в уныние и в неработающий абсурдный юмор. У Харви Бёрдман не хватает цельных шуток и серьезных персонажей, сквозь глаза которых мы бы могли наблюдать происходящий бред и создавался бы контраст. Вместо этого абсолютно все герои сумасшедшие, делают рандомную хуйню ради комедии, ты этого ожидаешь, и ничего из увиденного со временем не может рассмешить. Поначалу кажется, что Харви Бёрдман самый нормальный в шоу, что было бы хорошим решением для сценаристов, но со временем он становится клоуном, как и все вокруг. Таким же отсутствием экспозиции или ставок обладает одноименная игра 2008 года. Визуальная новелла с элементами адвенчуры радует нас 5 эпизодами, каждый из которых отдельное дело на минут 30 или час, если вы совсем страшно тупите. Геймплейно все, что нам нужно делать, это исследовать открытые левелы в поисках улик, допрашивать героев, выбирать наиболее смешной вариант ответа в диалоге и представлять найденные доказательства в суде. Если вы приводите неподходящую улику в контексте защиты, у вас кончается одна жизнь. По истечению всех жизней – гейм-овер. В первом кейсе Питер Потамус, похотливый гиппопотам, которого часто можно застать в компании девушек, адвокат и по совместительству друг главного героя, обвиняется в поджоге дома Харви Бёрдмана, так как он находился неподалеку, по словам жены Харви, Джиджи. Ее, к слову, пялят все персонажи сериала, пока Бёрдман терпит. Как указано в ее игровом досье, она замужем за 7 мужчинами и ни разу не разводилась. И единственный муж, с которым она не спит, Харви. Она по итогу эпизода оказывается виновной, так как хотела получить половину суммы страховки, которая будет выплачена в случае уничтожения имущества ее мужа, и скинуть вину за поджог на Питера Потамуса. Во втором кейсе кто-то обносит офис Бёрдмана, подозреваемые это секретная белка, практикующая эксгибиционизм, и могила горилла, постоянно
постоянно придумывающая каламбуры на тему ее обезьяньего облика. Виновным оказывается X the Exterminator, соскуфившийся суперзлодей, все еще озлобленный на Харви много лет спустя, но при этом являющийся его тайным фанатом и выкравший вещи супергероя, чтобы продать их на фан-сайте, посвященному Birdman меморабилии. Третий кейс. Маленькая утка Яки Дудл, изменившая свое имя на химическая кастрация, но позже изменившая его на Nail Gun, чтобы оно звучало круче, обвиняется в ограблении банка. Грабеж совершил гангстер с таким же именем Nail Gun, поэтому власти подозревают утку. Супергерой-адвокат доказывает невиновность клиента, но в процессе судебного заседания выясняется, что свидетельство адвоката у Бёрдмана истекло, и его самого прячут за решетку. Behind bars Харви приходится выиграть еще одно дело, чтобы восстановить свой статус адвоката и довести кейс утенка до конца. С четвертого кейса и до конца игры, буду честен, я уже находился в состоянии между сном и бодрствованием. Слюна стекала на геймпад, я как дед дремал, просыпаясь с криками, чтобы осознать, что игра еще не кончилась. В общем, Пинат, клерк Бёрдмана, обвиняется в пиратстве музыки. Этот эпизод пик абсолютного абсурда в игре. И в пятом кейсе босс Харви Фил улетает на отдых, оставляя за главного Блю Фалкона. Вкратце, этот хуй любимчик босса, и все думают, что он во всем лучше Бёрдмана. Фалкон просит ГГ нанять в фирму 3 новых адвокатов, а потом оказывается, что Блю подает в суд на Харви за кражу / трату средств компании, которую он же сам совершил, чтобы открыть свою студию загара. А нанятые нами адвокаты теперь выступают против самого Бёрдмана во время судебного заседания. Проходится все это за 2-3 часа. Критики поставили игре 6 из 10. Моя оценка... Ну, смотрите, сюжеты в этой игре соответствуют шоу, такие же бредовые, но мне лично они не нравятся. Графики, как и геймплея, по сути, нет. Это просто 2D-мультфильм, нарисованный создателями шоу. Смешных моментов для меня было несколько буквально. Под конец я уже держался, чтобы не уснуть. Так что в оценке положусь на субъективные ощущения. 2,5 из 5. Ну, типа на 1 раз пойдет. Южный парк – мой любимый взрослый мультфильм. Кто бы мог подумать, что по Саус Парку пытались выпустить нормальную игру еще со времен первой PlayStation. К примеру, этот проект мог даже обмануть тебя своими заставками, графикой. Ты даже мог решить, что в игре есть сюжет из-за этого диалога с шефом. Но это не так. Я часто видел, как эту игру упоминали и поливали ее говном. Я смотрел и думал, да вроде нормальная игра, город красивый для того времени. Я вообще все съем с надписью «Южный парк». Но это не так. Красивый город кончается после 5 минут геймплея. Все, что остается, это кидаться снежками, что заебет уже на 1-й минуте. И совершенно пустые локации. Может, сюжет шагнет вперед? Скорее, стул нахуй шагнет, чем эта история. Но также была игра, которая приятно удивила. South Park Chef's Love Shack. Это некая викторина с возможностью играть с друзьями на сплитскрине, отвечая на поп-культурные вопросы, вроде в какой группе помимо The Cure был Роберт Смит, и залипать в различные забавные мини-игры. По итогу ваш счет в мини-играх суммируется с баллами за правильные ответы, и вы видите результат. Ничего замысловатого. Но игра выглядит и ощущается как первые сезоны Саус Парка. Играя в нее, будто время поворачивается назад. Одна из самых верных сериалу игр. Что же касается третьего проекта South Park Rally... Ой, ебать, у меня заставка зависла. Многообещающий саунд-дизайн. На самом деле это хорошая игра. У нее неплохая графика, езда приятно ощущается, много забавных рандомных гэгов. Самая прикольная возможность подбирать всяческие штуки, чтобы замедлить или сбить ваших оппонентов, вроде собаки, которая прицепится к машине и будет ее жарить, не давая ускориться. Опять же, хорошая игра для своего времени. Возможно, даже сегодня от нее можно получить удовольствие, если играть с друзьями, отбитыми фанатами Саус Парка. Мужики, это был интересный год, наполненный разными событиями. Но мы наконец-то здесь, в преддверии следующего. Флексим, хаслим, трахаемся на этих суках и флипаем брик. Обязательно подпишитесь на новую группу в ВК и на канал ТГ. Там мы сможем оставаться на связи в случае, если YouTube станет против натуралов. Также туда я скинул треки из предыдущих видео. Спасибо всем, кто меня поддерживает на Бусти. Имена всех платных подписчиков будут в видео. С наступающим Новым годом!
fucking vibe. That man. Raleigh. Hey! It's two matches. Exactly.